Ты когда-нибудь задавал себе вопрос, а что такое на самом деле иммиграция? Это побег, свобода или новая глава в бесконечной неизвестности? Многие думают, что уехать означает просто сменить страну, купить билет, найти жилье, оформить визу. Но настоящая иммиграция начинается не в аэропорту, она начинается внутри тебя. В этом видео я покажу, как провел 2025 год в эмиграции. 3 страны за одно видео: Шри-Ланка, Таиланд и Вьетнам. Я путешествую не как турист, а стараюсь найти место, где бы мне захотелось остаться жить надолго. А также вся актуальная информация в этом видео изучена мною лично. Цены на еду, продление визы, поиск жилья. Я много с чем сталкивался. Вы узнаете, сколько стоит свобода, что скрывается за красивыми кадрами пальм и океана. С какими трудностями сталкиваешься, когда живешь вне привычной системы. И главное, почему, несмотря ни на что, я продолжаю идти этим путем дальше. Жизнь в эмиграции – это не отпуск, это постоянный выбор, это ответственность за свою свободу, это умение начинать заново, снова и снова. Ты увидишь реальные улицы Азии, разговоры с местными и бытовые детали, которые никто не говорит напрямую. Я не даю универсальных советов, просто делюсь своим опытом, показываю, что жизнь вне страны, в которой ты родился, возможна. Если тебе близка тема свободы, релокации, жизни за границей и поиска своего пути, посмотри это видео до конца. И если эта тема тебе интересна, поддержи это видео лайком и подпишись на канал. Здесь я честно говорю о жизни в открытом мире без границ. У меня тут очень веселая ситуация. Я, прилетел на Шри-Ланку, в город Коломбо. Я ни с кем не договорился, чтобы меня встретили и, отвезли туда, куда мне надо. А сейчас 5 часов утра, и я прилетел с самым ранним рейсом. И надо, походу, поменять хоть какие-то бабки на местные, либо попытаться найти банкомат. Пойду поищу сначала, как снять деньги, чтобы у меня хоть какая-то наличность была. В общем, чат GPT меня в этот раз не обманул. Он написал, что существует 187-й автобус, который довезет от аэропорта прямо до вокзала, прямым рейсом. Водитель сказал мне, что это стоит 600 рупий. Посмотрим, сколько будут платить другие пассажиры, и не прогадал ли я с этим выбором. 5 утра, пробок нету, поэтому в автобусе очень комфортно. Прохладно и ничто не мешает. На удивление, но я очень быстро нашел этот Fort Railway Station. Меня подвезли к автобусной остановке и оттуда сказали: по прямой дороге идешь, будет тебе железнодорожная станция. Вот, кстати, и она такая белая, продолговатая линия, сверху написано как раз-таки «Железная дорожка». Теперь мне нужно купить билет до ближайшей станции Мирисы, чтобы попасть в русское царство. Кажется, я смог разобраться и достаточно быстро. Подошел к кассе, говорю: «Мириса, Мириса, please!» А он такой: «Держи, через 15 минут будет поезд». И отправил меня, говорит: «Беги». Я не знаю, в какой мне поезд надо входить, просто зашел в первый попавшийся. По какой-то супер счастливой случайности мне удалось и в поезд попасть, и сесть на свое место, и еще найти чувака, который пригласил меня к себе в гости. Говорит: приезжай в Галу, я тебя встречу, проведем хорошо время. Ничего, я приехал куда-то. Вышел, на станции Мириса, и вот все, что я вижу. Поезд остановился, люди смотрят, как выходит один турист. Я как будто бы в какой-то деревне. Тут вообще вокруг больше ничего нету, кроме поезда, парочки домов и джунглей. Ё-моё, куда я попал? Видите, Мириса городок, и все, больше ничего нету. Надо пройти через пешеходку и проводить поезд, который уезжает от меня. Как говорится, добро пожаловать в Мирису. Ну, мы с вами путешествуем уже много и бывали и не в таких местах. No smoking пишут. Курить здесь нельзя. Ну, вот такие вот запрещающие знаки. Скажу сразу по чесноку, что таксисты здесь ненавязчивые. За мной прошелся мужичок такой: чувак, там идти несколько километров до города. Ты точно хочешь пешком туда двигаться? Я такой: да ладно, я пройдусь немножко. Он такой: ну, иди. Да, no, think, I'm just close.
Заодно пройдусь и посмотрю, какие здесь есть дома и места, куда можно заселиться. Потому что сейчас низкий сезон и должно быть много предложений. Ну, я не удержался, зашел в какой-то магазинчик и купил немножко перекусить. Взял пару печенюшек и кока-колу. За все отдал 420 местных рупий. Кстати, монетки у них прикольные. Вот такие я соберу себе в коллекцию. Good morning, sir. I'm fine. I'm just try to find some room for a rent. Смотрите, какой вид классный. Ну, прям впечатляет, не так ли? Can I come in? It's look nice. Very good room. Отличная ванная. Хороший туалет. Laundry service, you got your own laundry there. And then we service your rooms, we clean your rooms every week. Кого-то еще один домик я нашел. Тоже сдается под аренду. Я просто иду по улице, и здесь надписи. I just try to find some room for a rent. It's possible here? How much it costs for a... One day, For a day, just, for example? 3,000. 3000. Смотрите, значит, тут есть ванная комната. Мне говорят 3000, но, возможно, даже торгуется. Все очень качественно, хорошо. И небольшая кухня. Холодильник, какие-то дела. В принципе, для 3000 это где-то чуть меньше $10. Это получается где-то $9, around this one. Где-то за $9 вот такое место можно снять за каждую ночь. Вот такого типа объявления тут прямо по главной дороге. С самого железного дорожного вокзала встречаю их без конца. Мне уже предлагали жилье за $5, за 10 дважды и за 15 очень хорошие апартаменты. Поэтому, наверное, я пройдусь еще немножко до самого пляжа, посмотрю, что есть из всего ассортимента и пойму, что мне стоит выбрать. Hello. Так, вот еще один домик, значит. Это семейная площадка. Тут, видимо, отдельный есть этаж даже для гостей. Not ready now. Yeah. Oh, it's not a problem. Вот такая вот маленькая комнатка. Есть вентилятор и небольшая ванна, наверное. Для удобства одного человека это, в принципе, достаточно, если вы прям налегке путешествуете. How much it costs for one night, for example? 2,500. 2500. Это, кстати, первое предложение, которое оказалось с половинной ценой. Потому что сначала мне предложили 2000, потом 3000 и 4,5. Это был самый лакший вариант. Здесь будут дети, собака громкая. Я не уверен, что это местечко для меня. Вот еще один гестхаус. Ресторан, Wi-Fi, кровать. Все, что нужно. Да, их тут реально много. Называется Дисней, походу. Да, Дисней Вилла. С приключениями должна быть. Но я, в общем, прогулялся по улице и понял, что здесь каждый дом это как гостиница. Просто вешают свои вывески о том, что сдают в аренду комнаты. А так это двухэтажные виллы или дома загородные, так сказать. Вот даже и вот такой вот уголок можно встретить с русским языком и обозначением, что здесь кормят. Кормят белолицых и однозначно кормят чем-то домашним. Ну вот такие объявления меня тоже удивляют. Русский детский сад. А вокруг джунгли растут кокосы и ездят мопеды. А вот еще кто-то ищет работу воспитателя или уже нашел и прилагает свои услуги. А теперь, сдается мне, я вышел уже на прибрежную улицу и тут недалеко до пляжа. Буквально пройтись пару шагов. Вот таким вот образом, прогулявшись всего минут 20, наверное, от вокзала, при этом заходя в разные отели, я посмотрел, что сколько стоит. А еще я нашел, наконец-таки, обменник. И здесь я точно смогу снять деньги со своей любимой казахской Каспи карты. Do you have some special options for a month's order? I think it's without breakfast. It should be one single room with a big bed. 10,000. 10,000 per day. Thank you, sir. Вот так вот выглядит комната за $35 в день с видом на бассейн и со своим балкончиком. Вид из окна открывается на Индийское море, проезжую часть и бассейн внизу, который располагается вместе с туристами. Если так посчитать, то пребывание здесь целый месяц обойдется в копеечку. $1000 за один месяц. А также здесь есть индивидуальная комната, душевая. Но она, в общем-то, ничем не отличается от других. А вот, в принципе, друзья, и прямое доказательство того, что я приехал не в сезон. С меня прямо ветром срывает шляпу, и чувствую, что август и сентябрь — это не самый лучший месяц для посещения Шри-Ланки. Кто знает, хорошо ли, что сейчас такой мощный ветер и жуткие волны. Для кого-то это, наверное, невзгода или испорченный отпуск, а для серферов, мне кажется, одно большое удовольствие.
Раннее утро на Шри-Ланке начинается не с будильника, а с солнца. Оно мягко поднимается над пальмами и заливает золотом местный рынок. Я прихожу сюда вместе с жителями острова, без спешки, с пустыми руками и хорошим настроением. Через несколько минут в моем любимом тазике уже лежат сочные тропические сокровища. Ананас с медовым ароматом, сладкие бананы, спелая манго, бархатный авокадо и терпкая маракуйя. Здесь ты выбираешь фрукты сам, только что собранные, теплые от солнца, будто еще хранящие дыхание тропических полей. Каждое утро я подходил к центральным прилавкам и решал, каким будет мой сегодняшний завтрак и обед. Иногда просто хотелось нарезать манго и есть его ложкой, иногда собрать целую палитру вкусов. Если хочется готовить дома, выбор не меньше. Картофель, морковь, свекла, редис, ароматные травы. За это изобилие платишь совсем немного. Фрукты стоят в среднем от $1 до $3 за килограмм. И цена указана прямо на витрине. Овощи еще дешевле. Так начинался мой день на острове. По дороге обратно домой я всегда заходил в самый лучший ресторан, где местный шеф-повар готовил традиционные запеченные яйца с острым соусом вместе с блинчиками. Я сразу брал несколько порций и с широкой улыбкой шагал обратно к себе домой. Дом, в котором я поселился на Шри-Ланке, находился чуть в стороне от пляжа. Минут 10 пешком по пыльной дороге среди пальм и невысоких домов. Ни машин, ни туристической суеты, только ветер и редкие голоса соседей. Так продолжалось до одного утра. Сначала я услышал ритм, глухие уверенные удары барабанов. Звук приближался. Я выглянул и увидел первых парней с длинными хлыстами, которые шли впереди процессии. Такие шествия – часть большой традиции, уходящей корнями к знаменитой Висала Перахера. Хозяева дома, где я жил, тоже стали частью этого дня. Они вынесли коробки с мороженым и раздавали его каждому, кто проходил мимо. Без разницы, знакомые это или нет. Я знал, что местные ребята готовились к этому несколько недель. По вечерам они уходили подальше от посторонних глаз. Репетировали танцы, песни, оттачивали движения. Никто не хотел раскрывать сюрприз раньше времени, чтобы в день полной луны выйти под беспощадное солнце и блистать. И вот они шли в тяжелых костюмах, в плотных, жарких тканях, украшенные блестками и вышивкой. Я смотрел и не понимал, как в эту изнуряющую жару можно так двигаться, так улыбаться, так жить в этом ритме. Кажется, этот народ действительно не знает, что такое солнечный удар. Дети танцевали, играли свои роли. Кто-то был в традиционных образах, кто-то в театральных костюмах. Мужчины исполняли даже женские партии. Старинная традиция народного театра, где роли распределяются не по гендерам, а по сюжету и символике. Хлысты, барабаны, блеск костюмов – все это было не карнавалом, а живым обрядом. В дни полной луны здесь вспоминают древние истории, почитают храм и верят, что совместная молитва и общий ритм способны очистить пространство от злых сил и принести удачу на весь следующий год. Это благодарность, благословение. Это просьба о защите для рыбаков, для семей, для моря, которое кормит этот поселок. В этот момент на улице царило что-то большее, чем праздник. Счастье, любовь и добро. Я смотрел на это шествие и вдруг понял, время исчезло. Не было ни планов, ни забот, ни мысли о будущем. И тогда я осознал, что оказался в невероятно красивом месте. И, кажется, совсем не случайно выбрал именно этот дом. Словно сама судьба хотела, чтобы однажды утром меня разбудил древний ритм острова. И сделал чуточку счастливее. По приезду в Бангкок я сразу же направился на GameCon Азия, событие, о котором я давно мечтал. Как истинный поклонник компьютерных игр и активный участник индустрии разработки, я не мог пропустить этот праздник геймерской культуры и технологий. Уже с утра у выставочного комплекса царила невероятная энергия. Толпы людей, от студентов до профессионалов, собрались заранее, чтобы поймать каждый момент этого 4-дневного фестиваля. Перед зданием стояли люди в самых ярких косплей-костюмах, а рыцари из фантастических вселенных, герои из культовых игр и персонажи, придуманные специально для этого дня. Каждый сиял индивидуальностью и вдохновением. Когда двери открылись, меня буквально накрыла волна активности. Зоны с новейшими играми, стенды разработчиков, масштабные презентации, дерзкие инди-проекты. Кажется, прямо сейчас я вижу, как молодые издатели выставляют на показ свои новые игры. Здесь на стендах представлены разные новинки на выживание, РПГ, экшены, шутеры, спортивные какие-то игры. Можно прийти и попробовать
попробовать, что же новые разработчики предлагают в этом году. Инди-игры тоже интересные. Турниры и живые выступления на сцене. Вокруг звучали восторженные голоса, смех, музыка. Постепенно на заднем плане можете видеть, как оборудуют арену Intel. Видимо, здесь будут проходить спортивные мероприятия. Прямо сейчас видно то, что место оборудовано под 2 спортивные команды. Соревнование должно пройти не на шутку, но на данный момент идет отладка систем. О, я, кстати, здесь повидал новинки. Есть игры, которые еще не вышли. Хочешь погамать в 7-ю батлу до выхода? Надо приезжать на фестиваль. И уже в режиме реального времени с людьми сражаться за новые боевые достижения в этих играх. На Gamescom Азия были не только фанаты, но и крупные компании. Разработчики, издатели, блогеры, стримеры и даже представители студий, которые впервые лично показывали свои проекты азиатской аудитории. Гуляя по фестивалю, я наткнулся на какую-то интересную игру. Не смог удержаться, и меня затащили внутрь. Предоставили собственный ноутбук и сказали: наслаждайся игрой. Если захочешь, можем перенести тебе чашечку кофе и стульчик, чтобы ты здесь чувствовал себя полностью комфортно. Кстати, я прямо сейчас вижу, что здесь анонсирована новая портативка. Много любителей игр приходят сюда, чтобы попробовать ее, затестить какие-то новые игры, новинки. Но я решил тоже сильно не отделяться от толпы и попробовать эту приставку. Подставка под рог, как будто бы напечатана на принтере. Ручки выполнены из какого-то очень дешевого пластика. Себе бы именно такую консоль я бы, наверное, не покупал. Ну, только если за очень маленькие деньги. Вот прямо сейчас я делаю эти очки, и такое чувство, как будто бы картинка находится чуть ниже, чем мне надо. Я не могу сконцентрироваться глазами, потому что постоянно падает взгляд ниже. Мне такое ощущение, что нужно то ли поднимать, то ли опускать взгляд, чтобы словить четкое изображение, но видно хорошо. Все пропитано ощущением, что здесь собрались люди с одинаковой страстью, а на сцене разыгрывались невероятные призы и награды. Посмотрите, в общем, какая очередь. Специальная охрана стоит и пропускает людей, чтобы они купили какую-то игрушку. До какого уровня, в общем-то, дошло сумасшествие и безумие. Очень часто здесь встречаются мальчики, которые одеты в девочек. И вот это меня несколько смущает. Иногда даже взрослые мужчины балуются такими глупостями. В каждом зале кипела жизнь. Косплей-баттлы, демонстрации VR-игр, игровые турниры, встречи с разработчиками, от ожидаемых хитов до экспериментальных игр. Ну, я вот не могу в это поверить. Покемоны все еще живы, развиваются, и люди в них играют. Мне прям становится душевно и тепло от того, что я вижу старые, еще не забытые комиксы и игры своего детства. Это было не просто событие, это было ощущение, что ты находишься в сердце самой современной игровой культуры, где креатив, технологии, эмоции и творчество сливаются воедино. Приехал в Ранон рано утром на автобус в 5 утра, и меня встретила Сой. И теперь она тащит меня в какой-то храм вместе с ее детьми. Are you ready? Ready. Меня берут и опять куда-то расстегивают, развязывают, переодевают. Я не понимаю. Сой говорит: нехорошо ты завязал ремень. Говорит: давай, я тебе его сниму. Я говорю: не надо. Все, сказали, вдохни поглубже. Мы сейчас тебе заправим туда корсетик. Ну, добилась своего. Вторая еще подключилась. Вау! Вау! Beautiful! Сой капун кап. Не знаю, хорошо ли видно, но Сой вырядила меня в такого красавца. Прям beautiful. Событие с передовой. Я приехал на какое-то торжество, празднество. Даже не знаю, где я оказался. Сой взяла цветы. Дети забрали мою обувь. Кажется, что здесь сегодня какая-то церемония или торжественное мероприятие. Чистая плитка. Вроде бы тут даже все помыто. Сой нашла какой-то зонтик и, видимо, хочет, чтобы я ее фотографировал. Народ ходит со свечками, всякими благовониями, расставляют их, поджигают. Люди носят с собой цветы, подарки, всякие украшения. Много разных цветных каких-то штучек. Они даже могут с собой носить фантики, если они подходящего цвета. Все это здесь прикрепляется к местным святыням, наверное, для того, чтобы духом какой-то подарок преподнести или украсить это место для пущей яркости. Сегодня очень жарко. Погода где-то 35-40 градусов. Моя подруга приехала в это место не просто так. Для нее это не прогулка и не экскурсия. Это путь к духам, который она почитает с детства. Она говорит, что в каждом храме живет свой дух. Один оберегает семьи, другой помогает в делах, третий приносит здоровье или удачу. Сой заранее подготовила свечи и благовония. Она приучает к этому ритуалу своих детей. Кроме нее у них больше никого нету. И она хочет, чтобы они знали, что в мире есть силы, к которым можно обратиться. Сой вместе с дочкой зажгла палочки.
Тонкий дым начал медленно подниматься вверх, растворяясь в жарком воздухе. Она помогла огню разгореться, поставила подношение и склонила голову. Я не знаю, о чем именно она просила, но глядя на ее лицо, мне показалось, ее молитва была о самом простом и самом важном – о здоровье детей, о любви, о защите. В Таиланде верят, что духи слышат, что доброе подношение возвращается доброй судьбой, что благодарность усиливает свет. И стоя рядом среди запаха благовоний и тихого шепота молитв, я поймал себя на мысли. Это удивительно красивая традиция. Она наполняет день смыслом, наполняет место теплой, живой энергией. Неважно, во что ты веришь, когда видишь искреннюю молитву матери, кажется, сам мир становится немного мягче. Вы не поверите, я наконец-то оказался в месте, где можно съесть настоящую итальянскую пиццу, потому что именно здесь ее готовят итальянцы, родом с Палермо. Сейчас я нахожусь у них на кухне. Для меня и для моих друзей готовят две большие пиццы. Я попросил сделать те, которые они сами любят и считают лучшими. Кажется, впервые в жизни я попробую пиццу по настоящему итальянскому рецепту. От людей, для которых это не просто еда, а часть культуры. Посмотрите, как уверенно они работают с тестом. Tagliatelle, mamma mia! Видно, что женщина, которая готовит, искренне любит свое дело, и в каждом ее движении чувствуется уважение к традиции. Yeah, I love it. Пока мы ждали пиццу для моих друзей, я вдруг задумался о важном. О том, что, возможно, ценность нашей жизни измеряется не достижениями и статусом, а тем, кому стало теплее от нашего присутствия. Мы ищем себя в победах и планах, но по-настоящему находим, когда делимся своим временем, талантом и заботой. Когда становимся опорой, поддержкой, светом для кого-то рядом. И может быть именно в этом тихом служении рождается то самое чувство, которое называется настоящим смыслом. Отправились с Соей сделать мне новую визу. Поэтому мы в срочном порядке едем в визовый центр. У меня остался один день, и есть возможность продлиться на 30 дней. Что из этого выйдет, посмотрим. Я вот только сейчас узнал, что тайские такси заправляют с заднего места пассажирского. Оказывается, нужно припарковаться так, чтобы с заднего места можно было заливать бензин. Я несколько удивился, почему меня просят пододвинуться в сторону. Соя успела в туалет сбегать. Вот сумочка твоя. Ну, в общем, вот так выглядит иммиграционный центр. Реально сложностей с тем, чтобы получить визу, нету. В прошлый раз, когда я сюда приходил, на меня вообще никто внимания не обращал. Потому что у них говорят по-тайски, по-русски не разговаривают, по-английски разговаривает 1 человек из 100. И чтобы в прошлый раз мне получить хоть какой-то ответ, пришлось ждать 2 часа. Вот тут у окошка, чтобы пришел человек, который говорит на английском. Sorry? Окей, let's do. Тут существуют разные формы, их нужно заполнять. В общем, ничего не поделать, придется играть в бюрократические игры. Заполняешь бумажки, пишешь в них свои данные, и если что-то неправильно написал, переписываешь еще раз. Вот, игра «Получить чистовик». Это мы в фотосалон пришли. Теперь нужно сделать фотографию 4:6, ее вклеить в анкету, и миссия выполнена. Мы уже 3-й раз переписываем этот документ и идем его возвращать в визовый центр. Теперь берем новый лист и перезаполняем. Только делают не я, а женщины. Вот, я только подписи ставлю. Без тайской женщины визу не продлить, как говорится. Ну вот мы наконец-то и закончили с визой. Я получил заветную печать себе в паспорт. Надеюсь, я могу вам доверять и показать этот документ. Вы же никому не расскажете. Вот это дополнительная виза. Она снизу идет. Видите, здесь указана дата, до которого времени я могу находиться в королевстве Таиланд. После истечения этой даты за каждый день просрочки с меня будут списывать по 500 бат. Сам процесс получения визы занял примерно 2 часа. Для прохождения всей этой процедуры мне потребовалось всего 2 документа. Паспорт и распечатанная ксерокопия электронной визы. То есть вы приехали в Таиланд, у вас с собой была распечатка электронной визы, и вот ее, эту бумажку, нужно показать. Очень странно, почему им нужны вот эти непонятные бумажки с моими подписями, если они уже имеют их в своей базе, в электронном обороте. У них же это все в компьютере есть. Что поделать, бюрократическая машина требует рабочих мест. Людям нужно где-то сидеть и выполнять хоть какие-то дела, чтобы получать свою зарплату. Понимаете, женщина думала, что идет на свидание, а оказалось, что она приехала на мастерскую в судно. Сои, you are happy? Я обещал женщине пляж, но чем это не пляж?
Мне разрешили поснимать немножко видео, как ребята здесь ремонтируют. Показывайте, что вы тут мастерите, очень интересно. Как за судном ухаживают, что делают. Там сверху какие-то процедуры проводят. Человек профессионал, вот знает свое дело. Ну что, давайте, я готов приступать к работе. Тут работать? Окей. Так, что я делать буду? Я решил мужиков сильно не задерживать, поэтому просто прошелся, посмотрел, что они тут делают. Стоит тоже какие-то вопросики тут решает с ребятами. Прикольное местечко, не правда ли? Очень интересный момент хотел бы заметить. До того, как я приехал в Таиланд, я часто слышал про сабай-сабай, что тайцы нетрудолюбивые люди и вообще занимаются, абы пойми чем, отдыхают и кайфуют по жизни. Но на самом деле я просыпаюсь очень рано, и тайцы просыпаются еще раньше меня. Эти люди занимаются делами, приносят уют и создают комфорт в этом мире. Мне на заметочку Сои сказала, что ребята-трудяги получают по 400 бат в день. Получается где-то 13 или 14 долларов. Вот за такие деньги люди трудятся, не покладая рук, по 10-12 часов в день. Мне предложили 300 бат. Сказали, что я молодой, выгляжу вполне сильным. Пойду поищу еще варианты трудоустройства. Ребята, вы не поверите, я сейчас проходил просто мимо и наткнулся на фабрику по обработке креветок. Здесь в корзинах лежат креветки, их обрабатывают, чистят, и, видимо, они свеженькие, идут сразу в салаты, может быть, в ваши 7-Eleven, которые вы кушаете. Савадикап! Смотрите, как девчонки активно начищают креветки. Я вижу здесь очень много трудолюбивых женщин. Они в поте лица начищают все шкурки, снимают чешую. Готовят эти вкусности прямо к вашему столу. Вот, я нарушать не буду больше этот покой и аккуратненько отсюда свалю. В каждом местечке есть и свой маленький храм. Вот даже здесь стоит небольшой алтарь. Туда идти, да? Туда? Саудика! Это, видимо, точно такой же второй отдел, но я уже не буду заходить и снимать. Надеюсь, вы были рады видеть, как чистят креветки в Таиланде и прямо их подают свеженькими на стол. Капун-кап! Хорошего дня всем! Спасибо большое! Спасибо! Днем я снова услышал звук барабанов. Толпа людей спускалась с холма. Удивительно, как в одно и то же время года разные народы обращаются к своим древним ритуалам. Некоторые странно подергивались, будто находились в трансе. У некоторых щеки были проколоты спицами, и их поливали водой, чтобы облегчить боль. Рядом шли друзья и поддерживали этих людей за плечи. Потом все быстро разъехались на машинах, и я так и не понял, что это было. Лишь вечером я случайно увидел их снова. Под дождем собралась толпа, никто не расходился. У алтаря в центре двора молодые люди продолжали обряд. Юноши выкрикивали что-то резкое и вдруг высоко подпрыгивали, словно полностью отдавая себя во власть духов. Если на Шри-Ланке ритуал был праздником света и улыбок, то здесь это испытание, сила и предельная преданность. Позже я узнал, что это был обряд вегетарианского фестиваля, древней даосской традиции. Участники входят в состояние транса и совершают ритуалы очищения, веря, что в этот момент ими движут божества, а через боль они приносят защиту и благословение своему сообществу на будущий год. Саудикап, мой друг, наступил новый день. Впереди очередное путешествие. Расплачиваюсь семерочки накопленными игровыми марками. В итоге получается сэкономить почти 10%. Небольшая хитрость, которая делает дорогу чуть легче. Эй, ребята, подхватите меня! Пожалуйста! Можно отправляться. Я думаю, именно так выглядит настоящая крепкая дружба. Мы друг друга понимаем с полуслова, хотя даже не общаемся на одном языке. Сои захотела показать мне уникальный местный храм, аналогов которому я еще не встречал. Изогнутые линии крыш, резные фасады, насыщенные цвета. Но больше всего меня поразили детали. Повсюду драконы, мифические духи, тончайшая резьба по дереву и камню. Кажется, будто каждый элемент здесь что-то охраняет, наблюдает за происходящим вокруг. Это что за семиголовый змей? Страшное какое-то чудо. Что ты мне его показываешь? Зайти в храм так просто нельзя. Для этого нужно снять ботинки и совершить обряд омовения. На самом деле достаточно просто почистить свою энергию, успокоиться, прийти в себя, и после этого уже можно заходить в храм со спокойной душой. А внутри меня ждало еще большее удивление. Внизу храма спрятана блестящая комната. Ее стены и потолок усыпаны мерцающими камушками, словно россыпью бриллиантов. В центре стоит золотое дерево. Не просто декоративный элемент, а символ. Именно под деревом Бодхи Будда достиг
достиг просветления. Вот я и стараюсь взять правильный пример с Будды. Надеюсь, что осознание, просветление и понимание мира ко мне придет так же, как Будде. Но не факт, что именно под этим деревом. А в его ветвях, по преданию, селятся священные птицы, приносящие благую весть и охраняющие тишину этого места. Они славятся своей преданностью и любовью друг к другу. Когда самка становится готова вынашивать яйца, она прячется в дупле и словно зашивается в нем. И после этого самец на протяжении всего периода вынашивания яиц приносит своей самке еду. Прилетает и прям ей в дупло засовывает орешки и червячков. И в этом сиянии золота и света особенно ясно ощущается идея пробуждения, как будто сама комната напоминает. Просветление начинается изнутри. Ребята, ну теперь вы знаете выражение «идти кормить рыб». So, you okay? Okay? Ну что, накормила рыбок? Накормила рыбок, женщина довольна, ей чуть руку не откусили. Засовывай пальчик туда, засовывай. Ну что, идем мы с тобой, Чебурашка, на самый верх? Раз она Чебурашка, то я, видимо, крокодил, Гена. Вообще, конечно, место неописуемой красоты. Местные называют эту дорогу подъемом в небо. Вот не знаю, кому как, а для меня жара — это самое привычное дело. А вот там мужичок вообще в куртке идет. Ему, походу, не жарко. Вот отсюда видно, как ступеньки покрасили в белый. Поэтому, когда ты поднимаешься, свет отражается прямо на тебя, и ты словно находишься в микроволновке. Не прошли мы и 20 ступеней, как Бобик сдох. Сказал, что подниматься выше ему уже тяжело. Ожидаем, когда силы восстановятся. Держим Бобика. Нормально все, поднялись, все хорошо. Говорит, еще один раз подниматься не будет. Сейчас отдохнет и вниз будем спускаться. А наверху оказалось не так уж много развлечений, но кое-что есть. Первое, что я увидел, это 3 колокола. Может быть, это ручная работа, выглядит интересно, есть какие-то узоры. А вот 2 других колокола менее творческие. Для чего они нужны, непонятно. Кстати, на вершине я также нашел алтарь. Если хорошенько прислушаться, то отсюда можно услышать, как разносятся грохоты бензопилы. Это мой друг чай пилит там лес. Надо съездить посмотреть, как он там поживает. Ребят, я решил время зря не терять, сел на байк к чаю, и мы едем к нему на работу. Будем сейчас пилить лес. Посмотрим, в общем, что он там делает. Да, ребята, конечно, решили поехать за нами на этом мопедике. А у нас впереди вот такие вот преграды. Ну что, ребята, вы по таким равнинам проедете точно, да? По кочкам, по всем делам. Ну вот так вот тайцы проезжают везде. Аккуратненько, потихонечку. А я все это дело снимаю и за ними бегаю по камням, чтобы они от меня далеко не уехали. Мы добрались до точки назначения, но снимать мне здесь не разрешили. Главное говорит, что лес вроде бы там под охраной или что-то в этом роде, и поэтому они рубят здесь древесину без разрешения. Я отошел чуть-чуть подальше, чтобы записать это видео. Сейчас аккуратненько постараюсь подойти поближе, показать хотя бы мелкие детали, что я там сумел рассмотреть. По сути, это просто какая-то роща. Непонятный лес, где-то в джунглях. Короче, рубят они здесь пальмы и собирают сок. Он прямо из дерева течет, словно березовый. Но это что-то другое. Наверное, каучук, они, может быть, из этого резину делают. Отсюда должно быть видно, как они разрезают ствол дерева и извлекают оттуда сок. Мне все-таки кажется, что это каучук. Белый такой, плотный. Привязанных таких чашечек к дереву очень много. Ребята собирают в промышленных масштабах это вещество. У каждого дерева подножия находится мисочка, в которую собирается вот эта белая жидкость. А вот еще растение алоэ. Я точно знаю, что из экстрактов алоэ делают разные бальзамы, крема, мази, лечебные гели, которые заживляют раны. Возможно, эта роща обладает какими-то целебными свойствами. Ну ладно, выезжаем отсюда обратно. Я не знаю, как ребята выйдут по этим кочкам. Это явно большая проблема. Вот так, ребята, и живем. Значит, мы приехали к брату Сои, который снимает квартиру за 1000 бат в месяц. Это всего лишь $30. Я попросил просто брата сесть рядом с сестрой. Сои совсем не стесняется, она классная. А как его имя? Вот так, ребята, я пытаюсь узнать имя человека. Говорю, вот, меня зовут Семен, я зовут Со. Браза. Просто Браза. Вот так и будем общаться. Это все остальные квартиры. Здесь тоже живут люди. За каждой из этой дверью скрывается чья-то жилплощадь. Да, ребята, конечно, ничего не поделать. Бедность выглядит именно так. Но есть и свои плюсы. У этого парня
Зато первая квартира при входе в этот многоквартирный комплекс. Вот так сильно контрастирует местная жизнь. Вот здесь снимают квартиры по 1000 бат в месяц, а здесь рядом стоят шикарные машины и виллы. Странно, конечно, видеть такой диапазон разницы жизни в азиатских странах. Никак не могу с этим свыкнуться. Пришло время уезжать из Таиланда. Сой вместе с детьми зажигают свечи и провожают меня с теплом и заботой, будто отпускают в дорогу часть своего сердца. Я ловлю себя на мысли, что буду по-настоящему скучать по этим людям, по их дому, по нашим тихим вечерам. Но впереди новое приключение. Самолет поднимается в небо и уже совсем скоро доставит меня в Ханой, навстречу следующей истории. Долетел, и уже хорошо. По прилету во Вьетнам первым делом я задал вопрос чату GPT. Сколько сейчас стоит $1 во вьетнамских донгах и какую симку стоит подключить? Курс обмена на сегодня 26,5 тысяч донгов к $1. В принципе, мне кажется, проще будет считать по 25 тысяч. $4 это 100 тысяч донгов. Подключать сим-карту я решил тоже в аэропорту. 5 гигабайт в день, безлимитный интернет на весь месяц. $14 стоит такая услуга. Кстати, нужно внимательно следить за комиссией за снятие средств в банкомате, потому что с меня взяли 110 тысяч донгов. Не сказать, чтобы я рад, но это намного меньше, чем в других странах. Я поищу еще банкоматы, возможно, найду где-то курс обмена выгодней. Не всегда искусственный интеллект может выручить в такой ситуации, поэтому только на практике своим живым ходом приходится выяснять, что же на данный момент актуально в мире. Друзья, как и в любой другой стране, при выходе из главного входа вы встретите разводил таксистов, которые будут предлагать вам цены в 3-4 раза больше. Я проверил приложение, и стоимость, чтобы доехать до моего отеля, составляет 222 тысячи донгов. Здесь мне уже называли цены под миллион. В таких ситуациях я рекомендую не спешить, подключиться к бесплатной точке доступа Wi-Fi, проверить актуальные цены и заказать такси уже через приложение. Здесь очень хорошо работает InDrive, Grab, Bolt. По крайней мере, 3 этих приложения можно встретить практически в любой стране. С минуты на минуту должен появиться Генри Джонс-старший. Он еще не знает, что я прилетел раньше него, и буду поджидать его. Кстати, он думает, что его здесь встретят местные вьетнамцы с табличкой «Клинов». Но по хитрому велению судьбы это сейчас не произойдет. Поэтому мы посмотрим, как будет выкручиваться наш подопытный из этой ситуации. Я спрятался в кустах и жду, когда же он появится. Где-то сейчас он должен появиться. Вот он приехал в кепке. А где? Где Клинов написано? Что же он будет делать? Сейчас они будут его разбирать. Говорят, давай, деньги на такси. Надо ловить, бежать за ним и ловить его, иначе он сейчас куда-то ускользнет. Папа! Ладно, я не смог удержаться и нашел его. Пойду к нему. Привет. Рад тебя видеть. Логично. У нас, кстати, хорошее стояночное место. Мы прогуляемся, наверное, по парку, подышим свежим воздухом, посмотрим на вьетнамские виды и перекусим чем-нибудь традиционным. Пивом. Традиционным. Ребята, удивительная система, но вот я зашел в гостиницу, и вот с помощью вот такого, номерка я открою себе дверь и попаду в лифт. Дело в том, что эти номерки лежат просто в гараже гостиницы. Буквально любой человек с улицы может зайти, взять любой номер и пойти отдохнуть. Я думаю, что к такому вьетнамскому гостеприимству я скоро привыкну и буду брать номерки уже без разрешения. А вот шел по улице, и тут прям валялся кошелек чей-то. Видное место. Чтобы владелец нашел, я счастливился. Особой чистотой вода здесь не славится. Местные реки и водопроемы явно кишат какой-то палочкой. Пить воду из-под крана, а тем более уже купаться в озере, я бы не рекомендовал. Наверное, лучше запрыгнуть в бассейн и взять бутылочку освежающей воды. А мы столкнулись с нестандартной проблемой. Пришли в банк, чтобы поменять деньги. Старые купюры здесь, к сожалению, не принимают. С 2008 года образца деньги теперь в ходу. Если у вас нет защитной линии на долларе, навряд ли эти деньги примут. Вот так выглядит доллар старого образца. Здесь просто бумага, никаких линий защитных. Вот тут должна быть защитная линия. Она наносится с 2008 года. Ну, показывай. Это 500 тысяч, это $25. И вот еще мелкими купюрами дали. Это 1000, это вообще какие-то там 2 рубля, наверное, что-то в таком духе. В Вьеткомбанк можно поменять деньги, даже старого образца. Доллар к вьетнамскому донгу растет постоянно и на протяжении последних 10-15 лет стремительно поднимается на 5-7% ежегодно.
Это местная курительная приспособа. Через такую вьетнамцы курят свой очень крепкий табак. Говорят, что в этом табаке содержание никотина в 6-9 раз больше, чем в обычных сигаретах. Если его выкурить, в голове начнется помутнение, возможно, глаза начнут слезиться. Ничего, кроме никотинового отравления, вы не получите. Не перенимайте эту пагубную привычку у местного населения. Сейчас на экранах вы можете видеть, как наш испытуемый изучает вьетнамский язык. Очень кушать хочется. Поэтому изучаю. Здесь представлены разные варианты супов по 2-3 доллара за порцию. Вы посмотрите, сколько лапши в этой тарелке. Буквально 200-300 грамм. Можно наесться по-плотному. В магазине за такую прелесть просили бы деньги. А здесь, пожалуйста, добавляй к себе в супчик, если хочешь. Очень надежная система хранения. Прибитый огнетушитель к дереву. Причем это не единственный экземпляр. Здесь таких очень много. Вдоль всей дороги вы встретите десяток таких огнетушителей. А вот еще одно чудо китайской инженерии. Ну вот такой вот блок. Может быть, это просто корпус? Хотя мне кажется, что это транспорт на батарейках. Только непонятно, для чего оттуда столько кабелей торчит. Мне кажется, что во Вьетнаме есть свой вайб любви и счастья. Особенно хорошо это заметно на шимах и общественном транспорте. Здесь часто можно встретить красивые украшения, наклейки и милоту. Люди стараются украшать свою жизнь, наполнять ее красками и радостью. Вот за такой человеческий вайб Вьетнаму +1. Однозначно. Скажите, ну чем это не Венеция? Дом стоит прямо на воде. Домики, кстати, очень разных размеров. Есть широкие, узкие, прямоугольные. Иногда формы сильно меняются. Непонятно, как здесь обустроено градостроительство. Такое ощущение, что строят наобум. Главное, чтобы кому-то нравилось. Идешь, а тут у тебя под ногами такая здоровенная рыба. И посмотри на этого гиганта. Этот руку может откусить. Вот таких рыбёк достают местные рыбаки. По внешнему виду каждой рыбёхе килограмм по 5. Выглядят они не очень, но думаю, что на корм кошкам замечательно пойдут. Издалека уже можно заметить торчащий купол храма Падоги. У главного входа можно встретить много маленьких ларьков. Кто-то продает цветы, букеты, разные подарки, сувениры, сладости на любой вкус. Ну и думаю, что на память можно купить себе сувенир с золотой рыбкой. Да, вот это настоящее дерево бонсай. Кстати, я, наверное, такое вижу впервые. Посмотрите, как корни этого дерева распространяются по всей площадке, как будто бы захватывая его и как можно крепче усаживаясь поглубже в почву. Странно, как такое маленькое деревце может жить так долго? Лично для меня это загадка. Вьетнам имеет кое-что общее с Таиландом. Здесь также принято оставлять подарки и подношения для духов. Здесь, так же как в Китае, до сих пор ездят по счетчикам. Садишься в автомобиль, его включают и спокойно доезжаешь, куда тебе нужно. Расходы небольшие. Путешествие по городу длиной 10 минут будет стоить около $2, поэтому можете спокойно передвигаться на автомобиле. А если вы любители более активного передвижения, байки вам в самую пору. Они дешевле в 2 раза и передвигаться по городу куда проще без пробок. Ребята, мы добрались с отцом до автобусной остановки. Отсюда выезжают лимузины в сторону Халонга. Нас могут отвезти прямо на маршрутке. Что по цифрам? Если ехать в Халонг на такси, это около 130 километров, то это выйдет около $60. Мне показал Grab $1,5 миллиона донгов. Мы же нашли способ добраться за $10 для каждого, по 270 тысяч донгов. Впереди дорога на Халонг, и это уже отдельная история. Видео о Халонге и о том, что произошло дальше, уже есть на канале. Обязательно переходите и смотрите продолжение. Там начинается новая глава этого путешествия. Сегодня я хотел сказать главное. Иммиграция – это не только смена стран, это смена внутренней оптики. Ты начинаешь видеть мир без привычных ярлыков, без границ, которые раньше казались непреодолимыми. И я все больше убеждаюсь, что счастье в этом мире есть. Оно не привязано к конкретной стране, валюте или адресу. Оно появляется в моменте, в дороге, в разговоре с незнакомцем, в случайной улыбке, в поддержке близкого человека рядом. Люди везде разные, но в каждом месте можно встретить тепло и понимание.
можно почувствовать, что ты не чужой, даже если находишься за тысячи километров от дома. И самое важное, путешествовать и жить свободно возможно, несмотря ни на что, несмотря на страхи, сомнения и обстоятельства. Свобода начинается не с билета в один конец, она начинается с решения внутри. Если вам близка эта тема, если вы тоже ищете свой путь, оставайтесь здесь, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение этой истории и новые путешествия. Дальше будет только интереснее.